Моя самая легкая платина, о которой я никогда не мечтала, однако которую я не выбить не могла. Сейчас я прохожу коллекцию Ezio Auditore, и именно на Sony PlayStation сделана немного странная система ачивок. То есть вы не можете сразу посмотреть все ачивки на все игры, и вам, чтобы это сделать, нужно каждый раз переключать одну часть на другую. Я решила по окончанию прохождения сразу же заканчивать с платиной и переходить на новую, дабы больше не возвращаться назад. Вот благодаря этому неудобному моменту у меня теперь есть вторая платина в играх Ubisoft, конкретнее в Assassin's Creed, а конкретнее в Одиссее и второй части. Это действительно самая легкая платина из всех, которые мне доводилось выбивать. Их на самом деле не так много, и по большей части они все выбиты в играх From Software. И именно поэтому кажется, будто платины — это что-то долгое, ужасное и утомительное. Однако на свете есть и другие, менее страдальческие ачивки. На все про все у меня ушло чуть больше недели игрового времени, максимум, и это первая игра, в которой я могу поделить ачивки на категории. Однако остались парочку, которые не вошли никуда. Первые, самые стандартные, это, конечно же, ачивки за сюжетную линию. Вам необходимо завершить все 14 ДНК, плюс к этому добавляется ачивка рождения Ezio Auditore, обучение в реальном времени, гробовщик, возвращение старого друга, побег из Абстерго и вход в Анимус. Тут вам не придется мучиться. Ну, может, чуть-чуть, только с управлением, если вы никогда не играли в старые части. Монтериджиони также поделилась на две ачивки. Это мастер на все руки, где вам необходимо улучшить здание крепости, и правитель Монтериджиони, где вам необходимо улучшить крепость до 80%. Благодаря улучшенной экономике в игре вы без труда это сделаете, ведь за каждое улучшение ваша Монтериджиони будет приносить дополнительный доход, и его, в свою очередь, можно потратить снова на улучшение. Таким образом, выбить все ачивки, расплюнуть. Во время сюжета вы наткнетесь на гробницу ассасинов, и за старыми замками будет лежать костюм Альтаира. Чтобы его достать, вам необходимо найти каменные плиты, а за них, в свою очередь, дают ачивки аж 5 штук. Гладиатор из Венеции, в свою очередь, за поиски каменной плиты в храме в Венеции. Ачивка «Отсюда твой дом видно» — это ачивка за храм в Тоскане. «Славься, имя твое» — это храм в Венеции. Побег из тюрьмы — это в Венеции, и певчий в Тоскане. Одна из гробниц находится в Монтериджионе, однако там ничего нет. В чем был смысл создания локации, для меня остается загадкой. В каждом храме или соборе, где расположены каменные плиты, вас ждет несколько испытаний, и все они завязаны на прыжках, лазании и беге. Для меня самым запоминающимся стал поиск в Санта-Мария-дель-Фьоре. Она была одной из первых гробниц, в которую я попала, и мне действительно понравилось перепрыгивать с палки на палку, наблюдать за красотой собора и получать удовольствие от высоты. Последующие меня не так порадовали, потому что многие находились далеко под землей, им нужно было прыгать туда-сюда по таймингам, и не везде это получалось. В общем, с этими ачивками я запарилась. Однако, после того, как вы пройдете все гробницы, то сможете получить самый красивый костюм в игре. На точке синхронизации, конечно же, тоже есть ачивка, однако по сравнению с новыми частями она очень лайтовая. Вам необходимо открыть точку синхронизации конкретно с флорентийской компанилы Джодо. Вы не сможете на нее попасть сразу. Именно под нее по сюжетной линии вы выучите новый прием, который позволит вам подтягиваться после прыжка и тем самым покорять более высокие вершины. Открыть 10 точек обзора очень и очень легко. В игре их намного больше, поэтому вы можете взять любые 10 и открыть ачивку «Затяжной прыжок». Как видите, ачивки действительно можно поделить на мини-группы и делать их сразу вместе. В игре есть скрытые послания объекта 16. Вам необходимо открыть первое, и тогда выпадет ачивка «Ключ к отгадке». Впервые найти глиф с помощью орлиного зрения, и будет вам вершина айсберга. И, конечно же, открыть все документы и получить ачивку «Изрядный эрудит». И вот с названием они попали в самую точку. Дело в том, что найти глифы — это полдела, а вот открыть их — это целая история. В большинстве своем вы справитесь с первого раза, но я, например, не люблю ребусы, и когда началась история со знаками и числами, это что-то с чем-то. Я нашла статьи в сети и сделала по ним, иначе я не имею ни малейшего представления, как это делать. Во многих ситуациях были комичные моменты, так как Яблоко Эдема приписывали историческим личностям, будто бы они были масонами и жидорептилоидами, и на то время, да, это прикольно. Сейчас это выглядело бы очень странно. Несмотря на то, что все глифы мне понравились, а многие бесили, в конце мы получаем полную картину Ису. Тогда мы еще, конечно, не знали всей истории, однако сейчас интересно наблюдать, как показывали Ису давным-давно. В итоге у нас выходит аж 3 ачивки за документы. Ачивки за Dirty Money тоже есть. Например, народный герой. Вам предстоит бросить на землю 300 флоринов, и это, я не знаю, невозможно сделать
сделать от слова совсем. Но нереально тяжело, прям вот как фарм ковенантов Dark Souls. Ну, конечно, я шучу, потому что мне кажется, это похоже на ачивку по типу вы зашли в игру в первый раз. Просто выбираете монеты в меню и выкидываете их. Холопы сбегаются к монетам, и вы создаете бунт на корабле. Любитель клубнички звучит, конечно, классно, однако на деле все очень грустно. Я думала, мы сможем прям снять даму на ночь, а в итоге они созданы лишь для того, чтобы отвлекать внимание стражи. На них надо потратить 5000. Кражу можно будет применить только после того, как маманя непотребств научит нас красть незаметно. Всего надо украсть 1000 монет, и здесь есть интересная деталь. Если вы будете подходить к бедным, то с них будет падать действительно меньше монет, чем с более состоятельных. Отличить людей из разного сословия действительно проще простого. Более богатые одеты в дорогие красивые одежды, а бедные выглядят как серые мыши. Помимо денег, женщине можно помочь по-другому. Несколько заданий одного типа будет разбросано по городам. Ачивка «Дамский угодник» выпадет, когда вы выполните одно из заданий, где нужно помочь женщине. Она может плакать в городе или около него. В моем случае я набила морду изменщику и таким образом защитила честь маленькой принцессы. Однако из самых муторных ачивок, по мнению игроков, хотя на мой взгляд ничего такого уж нет слова совсем, это память Петруччо, которая выбивается максимум за 2 часа, если вы идете четко по гайду, потому что самому их найти это жесть. Я сама нашла 50 штук, а остальные уже смотрела у других игроков. Это очень быстро и удобно. После того, как вы отдадите все перья, вы получите плащ аудитора. И как раз одна ачивка переходит в другую. Вам надо будет побывать во всех городах и горах тоже. А то многие об этом забывают, и тогда вы выбьете ачивку «Честь семьи». А эти 2 ачивки, грубо говоря, тоже идут вместе. Как видите, с перьями не так уж все и сложно. Сами перья — это напоминание матери Эцо о своем младшем сыне Петруччо, который был казнен вместе с мужем в самом начале игры. Таким образом, мать скорбит о своих мужчинах и в благодарность делает для вас плащ. Всего насчитывается ровно 100 штук, и когда вы будете делать это по гайду, то у вас уйдет на это максимум 3 часа, это максимум. Ачивка «Наемный убийца» также выпадает по сюжетной линии. Вам необходимо убить Лоренцо Великолепного, он один из главных гадов в этой части. Ничего сложного здесь нет. Выполняйте задание, ачивка выпадает автоматически. Ачивка «Предупрежден, значит вооружен» выпадает после того, как вы соберете у кузнеца все лезвие, сумки вы заберете у портного, и улучшенная броня будет также у кузнеца. Вам необходимо лишь пройти сюжет, и по ходу игры у вас будут появляться новые доспехи и новые улучшения. Не у каждого кузнеца можно будет все купить. Я докупала отдельные предметы в Венеции и отдельные в Монтериджоне. После того, как вы скупите все, ачивка выпадет автоматически. Лезвие и клинок вам изготовит Леонардо. Еще одна из легких ачивок — это Мифотворец. Вам необходимо найти все 8 статуэток в Монтериджоне, и если вы будете искать их сами, то обалдеете. Просто откройте гайд и сделайте все по нему. Либо можно включить орлиный глаз и рыскать по всем углам в поселении. В данном случае имеется в виду не сама вилла, а конкретно весь комплекс зданий Монтериджоне. Я думала, что после статуэток дадут прям что-то вау, ну прям вообще, а в итоге подкинули монет, которых и так уже некуда было девать. Из таких же легких ачивок стали черная и белая. Вам нужно разукрасить доспехи в цвет слоновой кости и черного дерева. Сделать это можно у портного в Романе. Именно здесь вы сможете у уникального портного все прокрасить. И я даже не знаю, как судить эти ачивки, однако тоже пойдет в категорию лайтовых ачивок. Это купить картину из Флоренции и Венеции. Как видите, все просто. Если вы думаете, что это все, то нет. Дорогие мои, начинается самое мерзкое, что может только быть. Такие же ачивки есть в Ведьмаке, где их только нет. Вы бы знали, как я их ненавижу. Используя длинное оружие, зарубить, сбив с ног 5 стражников одновременно, ошеломить 4 стражников, бросив их в песок в лицо, пнуть стражника во время полета на летучей машине. Боже, ненавижу. Первое, за что я взялась, это переплен. Это как плен, только нет. В общем, суть в чем? Вам надо подлететь сверху к охраннику и пнуть его, зажав кнопку. Для консоли она одна, для ПК, естественно, другая. Однако дело в том, что сделать это, это нереально. Если ты опустишься чуть ниже положенного расстояния, то врежешься и надо будет начинать заново. А заново это не со старта переплен, а с того момента, где ты упал. Оттуда ты опять топаешь на переплен, и это занимает огромное количество сил и времени. Плюс старое управление тоже не дает тебе покоя. Мало того, что к управлению надо привыкнуть, так еще и сама конструкция достаточно хрупкая, и ее необходимо поддерживать. Нужно пролетать над огнем, и таким образом вы снова возьмете нужную высоту. Все действие занимает пару секунд, но пока ты примостишься, устроишься, поймаешь нужную высоту, и на все это требуется время. Я просидела 2 часа со всей этой процедурой и в итоге выбила ачивку «Крылатый ужас». Она также будет доступна после сюжетной линии, поэтому не переживайте, если вы не успели ее выбить во время сюжетки. Есть более легкие
легкие ачивки, связанные с самим геймплеем по типу безумная гонка. Вам всего лишь нужно выиграть гонку с ворами. Они есть в любом городе, вам всего лишь нужно подойти к нему и принять задание. Сама гонка до жути легкая, и они не особо быстро бегают. Главное просто бежать и прыгать по дороге, которая показана. И все. Также есть ачивка почтальон. Она тоже легкая, и вам всего лишь надо задержать курьера Борджиа. Они разбросаны по всем городам, и это не проблема от слова совсем. Вы увидите персонажа, который убегает. На него необходимо прыгнуть и можно убить. Таким образом, ачивка будет сделана. Она выбилась у меня чисто случайно, и в этом нет никаких проблем. Ачивка неприкасаемая не совсем легкая, но ее легко можно выполнить с помощью дымовых шашек. Здесь проблема в том, чтобы успеть собрать 10 человек, и пока вы их собираете, не получить ни одного урона. Я это задание выполняла раз 5 точно. Постоянно либо об кого-то цеплялась, либо не хватало шашек, а их можно только 3 штуки использовать. Однако в итоге, конечно же, выполнила, но какое-то время у меня это заняло. Доктор Смерть сама по себе ачивка очень простая. Вам надо подойти к персонажу и отравить его. Проще всего этого сделать в плаще города, в котором вы находитесь. Таким образом, вы можете просто гулять и находиться очень близко к охране, но вам ничего не сделают. Яд можно пополнить у врача, сама функция будет доступна по мере прохождения сюжета у Леонардо. Он создаст для вас такую конструкцию, чтобы яд не попадал в ваше тело, и тем самым вы могли бы ранить только врагов. Не обязательно взбираться на самый верх. Любая ближайшая палка подойдет для прыжка. Главное после отравления поставить обычный клинок, иначе сама система удара не сработает. Ассасин не открывает автоматически клинок самостоятельно. Ачивка Санитар улиц тоже несложная, но вам надо закинуть все 5 трупов именно в один сток сена. Если вы сделаете это в разные, то вам ничего не засчитают. Здесь можно дать себя поранить и убивать кого угодно. Проще всего согнать всех страшников, убить их через дымовую шашку, пока они вас не видят, и закинуть в сено. Таким образом, эту ачивку легко можно совместить с ачивкой неприкасаемый. А вот ачивка мясорубка не такая простая, как кажется. Вам надо взять длинное оружие, а его можно отобрать только у стражников, и это очень странно. Любое оружие можно купить у кузнеца, кроме этого. Потрясающе. И вот, значит, вы взяли копье, и тут вам надо сделать особый удар. Чтобы его сделать, нужно выучить эту технику на тренировочном бою. Находите ближайшего здоровяка, отнимаете палку, только следите за тем, чтобы она не выпала у вас из рук. Я вообще не понимаю, в чем прикол, но если вы бежите с палкой, то Эцио просто скидывает ее. Положить в инвентарь тоже нельзя. И вот вам надо всех собрать, а точнее 5 штук, но лучше побольше, и одновременно сбить с ног всех 5 врагов. Однако сделать это не так просто, потому что на особый удар требуется пару секунд, и сам прием легко прерывается ударом врага. Таким образом, вам надо попасть в окно, пока стражники плюют в потолок, а вы уже готовы сбить 5. И пока они кружатся как вороны, быстро делайте прием и ждите ачивку. После такого пылкого боя можно передохнуть и выполнить ачивку «Молния». Вам надо пробежать 100 метров, и скорее всего вы ее также выбьете чуть ли не в начале игры. И последняя, самая бесячая, самая тупая и мерзкая ачивка, которая мне встречалась. Песочница. Сам прием тоже нужно выучить на тренировочной площадке. На самом деле все довольно просто было бы, если бы, как говорится. Вам нужно кинуть песок сразу в 4 врагов одновременно. И вот здесь я просто обалдела. Песок легко найти в Тоскане, его не надо подбирать, это автоматический прием, который делается только с помощью свободных рук. Обязательно поставьте в быстром меню пустые руки и, зажимая кнопку особого приема, кидайте песок во врага. С дымовыми шашками у меня такое не получилось. Прием абсолютно не срабатывал, пришлось собирать всех солдат вместе и постоянно кидать. Абсолютно рандомно попадал песок то в 2 врагов, то в 3, и в итоге попал в 4. Это была последняя ачивка, и именно на ней я и подытожу. Сама платина как таковая, несмотря на ПР, плен и песок, была самая легкая, потому что остальные я выбивала в соусах, а в Одиссее сама платина просто намного длиннее. Меня больше бесило управление, чем сама платина, и из всех ачивок мне были интересны гробницы, как бы я не бесилась на них, и апгрейд Монтериджони, а из самых легких это молния, где нужно пробежать 100 метров. Про картины я часто забывала, сюжетные я как таковые в расчет не беру никогда, потому что ты и так проходишь сюжетную линию, и ачивки за сюжет это скорее напоминание, что ты уже что-то прошел. Конечно, в идеале хотелось бы выбить все платины во всех Assassin's Creed, однако первую я получить не смогу, так как первой части нет на 4-й консоли. Мое путешествие по платинам продолжается, и на данный момент следующее, что меня интересует, это платина в Нио.